Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание новолунию, которое всех нас ожидает 1 апреля. Достаточно знаковое новолуние и первое новолуние в астрологическом году. Поэтому мы уделим внимание этому новолунию, поговорим о том, как себя правильно вести себя, на какие моменты обратить внимание в своей жизни, ну и также какие события будут далее развиваться в нашей жизни. Вы знаете, апрель этого 2022 года будет достаточно важным месяцем в этом году. Вы спросите, почему? Дело в том, что именно в апреле достаточно будут преобладать сложные энергии. Дело в том, что апрель начинается у нас с вами с новолуния, и новолуние еще и в знаке зодиака Овен. А Овен управляется планетой Марс. И эти энергии и будут задавать нам определенные тренды на весь месяц. Также новолуние в Овне – это первое у нас с вами и новолуние в астрологическом году. Обращаем на это ваше особое внимание. Это новолуние приносит и новый импульс не только лунному месяцу, но и, что немаловажно, будет закладывать фундамент и тенденции всего этого года. Дело в том, что это новолуние еще и будет последним перед затмениями. Решения этого месяца могут сильно повлиять на вашу жизнь, причем в более долгосрочной перспективе. Почему это так? Мы также постараемся в этом видео проговорить, почему. Напомним также и то, что затмение начинается уже в следующее новолуние, 30 апреля. Будет у нас солнечное, в том числе затмение в Тельце, и 16 у нас мая будет лунное затмение, но в знаке зодиака Скорпион. Обращаем внимание, что именно это новолуние будет формироваться в соединении с Меркурием, и это говорит о важности коммуникаций, общения, обсуждения каких-то новых идей, инициатив. Причем вот Меркурий в соединении еще и с новолунием дает нам хорошие интеллектуальные способности, а также люди быстро воспринимают информацию. Но здесь есть один минус, что Меркурий не всех будет слышать, и свое мнение вы будете считать, что это единственное правильное. Но не все так однозначно. Конечно же, в этом месяце будет полезно обсуждать свои идеи, приходить к определенным решениям. Используйте несколько мнений, не зацикливайтесь на своем. Вне зависимости, это мы говорим о беседами за столом или мы говорим о приоритетах и о работе в компании. Потому что мир сейчас будет настолько, он уже меняется, и что те приоритеты, которые еще буквально день были важны, буквально через полчаса они могут стать просто уже неинтересными и неактуальными. Кроме того, обращаем ваше внимание, что нужно быть очень активным и постоянно действовать. Знаете, вот работаем, потому что нам нужно заложить основы на весь 2022 год. Также обращаем ваше внимание, что в апреле нас ожидает мощнейший энергетический всплеск, который повлияет на жизни людей очень кардинально. И каждый из вас должен на это обратить внимание. Кроме того, в апреле состоится целых 2 новолуния, которые пройдут 1 апреля и 30 апреля. Но самым уникальным будет именно новолуние 1 апреля, потому что именно через 15 дней перейдет в полнолуние, которое называют розовым. Итак, друзья, у нас первое новолуние произойдет в пятницу, 1 апреля в 9 часов 28 минут по московскому времени. И это новолуние будет в знаке зодиака Овен. Вы знаете, это является очень благоприятным знаком. Почему? Дело в том, что Овен сам по себе достаточно упертый знак зодиака, который умеет и готов пробивать себе дорогу в любых условиях, стойко борясь с любыми трудностями. Также обращаем ваше внимание, что рекомендуется именно в этот лунный день начинать планировать свои дела и все те моменты, задачи на предстоящий месяц и даже на год, потому что именно
1 апреля мы с вами будем закладывать фундамент жизни на целых 10 лет вперед. Обращаем ваше особое внимание. Поэтому 1 апреля уделите время отдыху, время работе над собой. Попытайтесь осознать и попытайтесь войти в новый виток астрономических событий и постарайтесь исключить все лишнее. Попытайтесь уже прийти к тому, что если вам не подходят отношения, отказывайтесь от них. Если вас не устраивает работа, занимайтесь поиском новой работы. Вас что-то не устраивает с деньгами, начинайте думать, планировать. Потому что пришло время пробуждения и вхождения в новые энергии. Кроме того, друзья, именно в период с 1 по 16 апреля мы рекомендуем установить на заставку своего телефона сразу 2 карты. Первая именно карта на главный ваш экран телефона — это карта мага, то есть первый старший аркан Таро. Именно эта карта Таро поможет вам включить в вас новые энергии и напитать энергией сразу 4 стихий: воздух, огонь, вода и земля, независимо от того, в каком знаке зодиака вы родились. И вторую карту, которую мы рекомендуем установить на телефон с 1 по 16 апреля, это колесница. И она поможет вам направить энергию в те сферы вашей жизни, которые нуждаются в вашей коррекции. Вы можете установить ее вспомогательной картой, например, на экран блокировки телефона. Что еще мы хотим сказать? Дело в том, что 1 апреля в 9 часов 24 минуты по Москве Солнце и Луна встретятся в знаке, вот знаете, инициатив, активности и первопроходцев. Также мы хотим сказать о том, что к новолунию этому нужно все-таки и подготовиться. А значит, мы должны убрать из дома и из жизни весь хлам и все то, что нам не нужно. Кто живет за городом, обязательно воспользуйтесь силой огня. Почему? Потому что Луна будет в огненном знаке, в Овнах. И спалите все то, что вам не нужно. Если вы решили с кем-то расстаться, то с ним так жестко, конечно, не стоит поступать. Просто возьмите его фотографию или нарисуйте, как вы умеете. Здесь не нужны ваши таланты. И сожгите вместе с мусором. Очень важно. Также проведите практику обязательно и со свечой. Зажгите новую свечу и, начиная от входной двери, обойдите по часовой стрелке свою квартиру. Там, где свеча стреляет, чадит, постойте немножко. Особое внимание уделите углам и спальному месту. Когда вернетесь к двери, оставьте свечу. И, конечно же, стоит изначально продумать размер свечи и обеспечить себе безопасность. Обрежьте свечу наполовину, если мы говорим о стандартной вот маленькой церковной свечке. И обязательно держите под свечой салфетку, чтобы воск не накапал на пол и вам не сделал шкоды. Также напоминаю, что оставлять догорать свечу возле входа нужно в металлическом подсвечнике. Помните о противопожарной безопасности. И вы знаете, как мы уже говорили о том, что Луна будет находиться в огненном знаке, а значит, эта стихия активно проявит себя. Что же еще будет такого примечательного? Ну, как мы уже сказали, да, Луна будет в знаке зодиака Овен, огненный знак, яркий знак, а также это значит новые силы. Это энергия воина, это вот такая активная энергия, поэтому очень важно, как мы уже сказали, задать ритм всей своей жизни. Только просим вас сделать это самостоятельно, а не при помощи ваших друзей, знакомых и подруг. Овен никого не ждет, ему не нужна поддержка, он готов пробовать новое. Также, возможно, кто-то из вас уже прочувствовал новую энергию. Это очень хорошо. Также, пожалуйста, постарайтесь подключиться к природным ритмам. Уже весна идет полным ходом, ну, по крайней мере, в нашем регионе. Да, были тут ветра, натворили делов, но все равно
мы с вами можем контролировать события в своей жизни и направлять энергию в нужном для нас направлении. Что можно сделать еще в ближайшие дни возле новолуния, ну плюс-минус пару дней? Например, обратите внимание на свое тело. Самое время начинать заниматься спортом. Купите себе, например, спортивный инвентарь. Запишитесь на массаж, но не на расслабляющий, а на именно тонизирующий. Также можете устроить, например, фотосессию. Также, что вы еще можете? Как мы уже говорили, проведите практики со свечой, с огнем. Это очень хорошо будет работать. Также планируйте об открытии своего бизнеса, но нужно это обязательно прописывать. Также, что вы еще можете сделать? Покричать и пошуметь. Ну, например, сходите к железнодорожным путям, только, пожалуйста, очень аккуратно, помните о правилах безопасности, когда будет мимо ехать, мчаться поезд, от всей души орите или пойдите в поле, если вы живете в поселке или в деревушке. Также можете пользоваться барабанами в свое удовольствие. Также, что вы можете? Включить громкую музыку, например, в машине и прокатиться в машине на скорости. Но опять же не забываем, друзья, о безопасности. Кстати, очень хорошо также купить ножи, острые и любые другие металлические инструменты. И так как мы говорили, что 1 апреля у нас будет новолуние, это мощное новолуние, обязательно проведите простую практику для того, чтобы открыться вам и вашему кошельку, а также инструментам, с помощью которых вы привлекаете деньги, открыться денежному потоку. Поэтому 1 апреля, но после уже самого новолуния, обязательно положите в кошелек лавровый лист и скажите следующие волшебные слова. Как луна растет, так растут мои доходы. И этот лавровый лист уже в полнолуние обязательно нужно сжечь, а пепел развеять. Друзья, вот такое у нас с вами будет новолуние 1 апреля. Огненное новолуние, как видите, очень сильное, мощное. И мы рекомендуем всем использовать вот эти советы, рекомендации, о которых мы говорили в этом видео. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, информация будет полезна и важна. А прямо сейчас на экране вы видите, друзья, 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите. Там много полезной, важной и интересной информации.